Всем привет! Произошло знаковое событие, которого ждали, наверное, лет 30 со времен СССР. Вот дождались. Значит, Путин поручил правительству и Центробанка за неделю перейти на оплату за газ в рублях. Что он сказал? Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Хочу акцентировать. Начнем с этого. Нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех ненадежных валют. Ну понятно, тут сразу рубль, вот, меньше 95 упал, вот он, когда новость вышла. Но здесь то, что он обратно отскочил, это понятно, спекулянты тут отработали, он сейчас все равно ниже, вот, это вот на сегодня вот сейчас спускается. Все равно опустится. Так, где у нас газик? Газик тоже вот в моменте. Нет, секундочку. Не в моменте. Ну, газик. Вот он взлетал. Почти 1500, наверное, с лишним. Сейчас 1278. Ну, будет расти, рубль будет крепнуть, никуда не денется. Сейчас спрос на него будет расти. Начнем-то с газа, он сказал. А потом же продовольствие, есть металлы, ну, много экспортной продукции. Все равно будет все на рублей. Я еще раз уточню, все будет переходить от доллара и евро, это 100%. Сейчас еще раз уточню, почему. Вчера вот еще тоже новость пришла тут, то что российские инвесторы не получили выплаты по евробандам. Это тоже уже серьезный такой. Так, вот, российские инвесторы в марте не получили выплаты по евробандам российских эмитентов. Ну вот, пожалуйста. То есть любой платеж в баксах, в евро может быть заблокирован в любую минуту. Так как, что у нас? Возьмем бакс. Корреспондентские счета все равно по-любому в США открыты. То есть они управляют этим. В любой момент, что хочешь, заблокируют. Аналогично с евро, там, свой европейский ЦБ. Вот. Почему начали с газа, они сразу все перевели? Ну, во-первых, Путин дал сигнал, чтобы остальные партнеры начали открывать у нас корреспондентские рублевые счета и выстраивали новые торговые цепочки. Все сразу не перевести, это всех бы встряхнуло так, что мало не показалось бы ни нам, ни Европе, никому. Нет никаких секретов. Так, ну, США, конечно, они хитрые. Запретить-то запретили торговлю энергоносителями. И тут же вот РБК пишет, что США описали схемы легального обхода санкций при торговле нефтью из России. Ну, как обычно, ничего нового. Схему тут описывают. То есть, пожалуйста, торгуйте, но через третьи страны. Хочу также еще уточнить, вот торговля, допустим, через третьи страны, через дружественные, да, страны, но они не будут идти ни в евро, ни в долларах, потому что они нам не нужны, эти евро и доллары, у нас в любой момент их заблокируют, как с резервами. То есть не провести будут платежи. То есть все равно будет либо товарами какими-то, то есть золото, еще что-то, грубо говоря, уже именно будет не просто бумажка какая-то, доллар, евро, а именно уже натуральный товар. Либо с дружественными странами у нас налаживаются на свои валюты. Переходим на работу. Так, что у нас еще? Так, рубль. Ну, нефть подросла тоже. Вчера летела со 111 118. Тоже новости, все понимают прекрасно. Стряхнулся рынок от заявлений.
Так. Еще вчера Новак в правительстве выступил, что идет создание своей котировки нефти сорта Уралс без привязки к ценам агентств. Так, что он тут сказал? В настоящее время мы занимаемся вместе с Министерством энергетики, с нашими нефтяными компаниями, с тем, чтобы обеспечить реализацию этого проекта через создание механизма биржевых торгов. Эта работа уже ведется, она будет продолжена. Это действительно и правильное, и важное направление для того, чтобы обеспечить котировки нашего сорта нефти. Так, вопрос создания Уралс возникал неоднократно. На сегодняшний день, как известно, всего 3 вида эталонного показателя. Это Brent, WTI и Дубай. А так всего около 500 марок нефти. Но они все на эти эталоны ориентируются. Ну, наша Уралс... Где-то у меня... Газ... Наша вот Уралс всегда дешевле стоит. Там у нее примесей больше и плотность меньше. Из-за этого она дешевле всегда стоит, чем бренд. Вот, сейчас, да. Ну, как-то так. Что у нас еще? Ну, рубль, понятно, будет крепнуть. Эмиссия будет увеличиваться из-за увеличения спроса, а не то, что он дешевеет и у нас денег нет и его надо печатать, а просто спрос на него будет увеличиваться. Из-за этого будет эмиссия. А вот в Евросоюзе все наоборот. Цены-то на энергоносители выросли очень серьезно. Эмиссия будет. Но она не из-за того, что спрос на эту валюту, а из-за того, что у них денег надо напечатать, чтобы купить дорогую нефть и тому подобное. То есть удар по ним неплохой такой совершается. Сейчас еще посевной сезон, что у них там с удобрениями. Напомню, в Беларуси они сами запретили калийные удобрения, чтобы поставлять. Ну а Владимир Путин, чтобы поддержать, видимо, Беларусь, ввел запрет до конца посевной кампании поставлять в Европу свои удобрения. В общем, не знаю, как они там выкручиваться будут. Газ дорогой, свои тоже дорого производить. Ну, в общем, я думаю, месяцев 6 будет весело, когда урожай будет очень плохой. Ну, понятно, что из-за Украины и запретов пшеницу экспорт тоже из России в любую страну. То есть будет дорого все стоить. Ну, вроде все. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Мы давно не выходили. А тут такая новость. Я решил записать видео. Всем спасибо за просмотр.